И внимательно послушай другие истории, например, то, что Хатим аль-Ассам был другом Аш-Шакик аль-Балахи, да снизойдет на них обоих милость Всевышнего Аллаха, и однажды он обратился к нему с вопросом: «Ты следовал за мной в течение 30 лет. Чего ты достиг за это время?» Он ответил: «Я постиг 8 полезных вещей, знаний которых мне достаточно, потому что я надеюсь, что мое избавление и спасение в них». И Шакик спросил его: «Что это?» Хатим аль-Ассам сказал: «Первое. Я изучил создание и увидел, что все они имеют возлюбленных, которых любят и в которых влюблены. Некоторые из этих любимых сопровождают человека до смерти, некоторые до края могилы. Потом все возвращаются и оставляют его в одиночестве, и никто из них не входит с ним в могилу. Я размышлял об этом и сказал себе: самый лучший возлюбленный человека тот, который входит с ним в его могилу и скрашивает его одиночество там. Я не нашел ничего соответствующего, кроме праведных дел, и взял их в себе в качестве возлюбленных, чтобы они были моим светильником в могиле, скрашивали мое пребывание там, не оставляли меня в одиночестве». Второе. Я увидел, что люди потакают своим желанием и стремятся к тому, что желает их нафс. Я внимательно изучил слова Всевышнего. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай. Я убедился в том, что Коран – истинная вера, и я начал бороться со своим нафсом, не давая ему желаемое, пока он не склонился к послушанию Всевышнему Аллаху, хвала ему, и не последовал за ним. Третье. Я увидел, что каждый человек стремится собрать как можно больше приходящих благ земной жизни, потом сжимает их в своей руке. Я изучил слова Всевышнего Аллаха: «То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда». Я потратил то, что имел во имя Аллаха, и раздал его беднякам, чтобы это помогло мне, когда я предстану перед Всевышним Аллахом. Четвертое. Я увидел, что некоторые люди считают, что их достоинство и благородство зависит от их племени и рода, и очень гордятся этим. Другие думают, что заключено оно в большом количестве имущества и детей, и гордятся этим. Некоторые считают, что благородство и достоинство в том, чтобы отбирать у людей имущество, поступать с ними несправедливо и проливать кровь. А эта группа считает, что она заключается в том, чтобы расходовать имущество, тратить и пускать его на ветер. Я внимательно изучал слова Всевышнего. Самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный, и я избрал богобоязненность и уверовал в то, что Коран – истинная правда, а все, что они думают и предполагают и считают – ложь и неправда. Пятое. Я увидел, что люди порочат друг друга и злословят друг от друга, и понял, что это идет от зависти богатству, положению, знанию. Я внимательно изучил слова Всевышнего. Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни, и узнал, что Всевышний Аллах распределил все еще в вечности до сотворения душ, и не завидовал никому, будучи довольным распределением Всевышнего Аллаха. Шестое. Я увидел, что люди соперничают и борются друг с другом ради какой-то вещи или по какой-то причине. Я внимательно изучил слова Всевышнего. Воистину, дьявол является вашим врагом, так отнеситесь к нему, как к врагу, и понял, что нельзя враждовать ни с кем, кроме дьявола. Седьмое. Я увидел, что каждый, прилагая к тому все свои усилия и силы, стремится к получению пропитания и средств к существованию так, что в какой-то момент оказывается сомнительным, шубха, или запретным, харам. Позорит себя, унижает свое достоинство и внимательно изучил слова Всевышнего. Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием. И мне стало ясно, что Аллах обеспечивает меня пропитанием, и Он взял на себя ответственность за это. И я стал поклоняться Ему и перестал надеяться на кого-либо, кроме Него, и желать чего-то другого. Восьмая польза. Я увидел, что все люди опираются на что-то сотворенное, некоторые на динар и дирхем, некоторые на богатство и имущество, кто-то на занятие и ремесло, а кто-то на такое же, как он сам, создание. Я внимательно изучил слова Всевышнего. Тому,
кто уповает на Аллаха, достаточно его. Аллах доводит до конца свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи. Я стал уповать на Аллаха. Мне достаточно его. И как прекрасен этот попечитель и хранитель. И сказал Шакир: да поможет тебе Аллах. Поистине я изучил Тору, Библию, Псалтырь и Коран. Все эти 4 книги основываются на этих 8 пользах. И тот, кто поступает согласно им, следует всем этим 4 книгам.